Привет всем! Рада приветствовать вас у себя на канале. Добро пожаловать или с возвращением. Здесь я рассказываю про стильные находки с AliExpress. Продолжаю закупаться, активно менять свой гардероб к лету, обновлять вернее, и показывать вам свои покупки. Сегодня вместе с вами распакуем несколько посылок. Здесь будет несколько платьев, несколько пар обуви и тренч, который мне безумно нравится. Я его получила очень быстро, всего лишь за неделю. Давайте вместе посмотрим, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, как вам новый формат. Я его немножечко изменю и очень жду ваших комментариев на этот счет. А здесь у меня два жакета. Смотрите, как интересно, один из жакетов на плечиках, пластиковых плечиках. А, второй, кстати, тоже на плечиках. Да, вот, это очень классно. Оба этих блейзера из одного магазина Lauri Lucky. Я люблю этот магазин за необычную офисную одежду. У них очень оригинальный, стильный дизайн. Этот лавандовый блейзер я выбрала в размере XL. Здесь значится 170-96, а на бирке точно помню, что выбрала XL. У него контрастная оторочка на манжете, его можно подвернуть, и здесь будет такая белая ткань в полоску. Размер больше я беру намеренно для того, чтобы он сидел оверсайз, но нужно примерить и посмотреть, не ошиблась ли я с выбором. XL на меня села отлично, как я считаю, он не сидит куца, не сидит слишком по фигуре, даже в застегнутом виде есть объем. Может быть, я бы даже еще и больше размер взяла. Здесь такие гипертрофированные плечи, в плечах есть поролон, подкладки, так что он держит форму. Но в целом вообще мне жакет не очень, если честно, понравился. Конечно, это очень бюджетный вариант, он, по-моему, до 2000 рублей, но это полиэстер, и при этом это облегченный летний вариант, но в полиэстере все-таки будет жарко. И мне не очень понравилось, как сделаны эти отвороты, потому что здесь контрастная беечка такая из хлопковой ткани, и она все равно выделяется, смотрится просто как-то не очень аккуратно, плюс здесь есть торчащие нитки. Кармашки здесь зашиты, их нужно распороть. Пуговки мне нравятся, они не смотрятся дешево, но задний шов тянет. Это очень бросается в глаза, это заметно. И задний шов мне вообще абсолютно не нравится. Фисташковый жакет, он с укороченным рукавом. Я выбрала в размере L, потому что он приталенный, у него есть поясок. И у него были очень красивые расцветки, долго думала между фисташковым и голубым, так что заглядывайте в описание, ссылочки там, и расцветки тоже можете посмотреть. Там у лавандового пиджака тоже их несколько. Этот фисташковый жакет мне понравился больше. Размер L, в принципе, сидит хорошо, по плечам, правда, впритык. Может быть, можно было выбрать и XL. L-ку я взяла, чтобы больше создавался эффект приталенности. Зачем я, кстати, взяла вот этот жакет сейчас, чтобы показать, как сделан подклад. Он у них одинаковый, он не по всей поверхности идет, а только сзади вот так вот по косой как-то отрезан, и вот в этой области. У фисташкового точно так же. С изнанки все очень аккуратно, но фисташковый сшит лучше в плане вот того, как тянут швы. Здесь они никуда не тянут. Здесь пуговка очень красивая, такая вот как камушек, но она будет всегда закрыта пряжкой. И без пояса носить не получится, потому что есть шлевки, а когда есть шлевки, значит обязательно должен быть какой-то ремешок. И этот пояс, сейчас я покажу, он прямо очень-очень длинный, то есть он в несколько раз его сейчас можно обернуть, и он просто некрасиво там крепится. В общем, надо подумать, как его лучше закрепить, может быть, какой-то невидимкой, чтобы он там вот кончик вот этот не болтался. Здесь кармашки тоже зашиты, их нужно расшить, выточки, все очень аккуратно, по фигуре сидит классно, и мне даже нравится, что рукав укороченный, хотя обычно я не люблю укороченный рукав. Единственный момент, я по длине все-таки люблю, когда жакет доходит до середины бедра, то есть прикрывает полностью попу. Здесь же он попу не прикрывает. Вот, но зато очень красивый акцент на талии, хорошая фактура и, в принципе, качество хорошее. Дальше я вскрыла пакет из магазина UK Fashion. И здесь тренч и платье из хлопка, похожего на лен. Я обожаю этот магазин, из него мой самый любимый хаки тренч, который я несколько раз уже демонстрировала и в инстаграме. Кто, кстати, не подписан, обязательно подпишитесь. И здесь на ютубе. И самый теплый пуховик, вернее пальто, одеяло на шерстипоне, тоже из этого магазина, просто его обожаю. Очень высокое качество, действительно. Сначала посмотрим тренч, он выполнен из комбинированной ткани карамельного цвета с оторочками, с деталями из эко-кожи. И эти детали здесь пришли отдельно. Вот эти на пуговках, наверное, крепятся на плечи. Я точно проверю, посмотрю. Отдельно лежит кожаный ремешок, и продавец в подарок положил резиночку с бусинками.
Бренд называется Калеирда. Я выбрала размер S. На самом деле смотрела на отзывы, и девочки писали, что он очень оверсайз, так что я обычно выбираю размеры больше, но в этом случае взяла свой обычный S-ку. Проверю, как он сядет обязательно, я вам буду это показывать. По качеству все супер, неприятного запаха нету, ниток нету, нужно, конечно же, отпарить все хорошенько, но сшито очень классно. Тренч, конечно, безумно классный, это хлопок, он очень такой плотный, приятный, дышащий материал. Мне безумно нравится вот эта контрастная оторочка черного цвета, мне нравится кокетка такая наискось, она не пришита, кстати, она смотрится достаточно красиво. Все мне в нем нравится, очень классный. Хорошо, что я взяла S-ку, размер больше, как мне кажется, здесь не требуется. И рукав мне, конечно, можно сказать, что впритык, когда руку поднимаешь, но мне комфортно, мне больше, в принципе, и не надо. Конечно, на рост, наверное, выше 170 сантиметров рукав будет проблемным. Внимательно изучите отзывы, может быть, просто стоит взять размер побольше. По длине мне на ладошку ниже колена получилось, и сейчас я его застегну, посмотрим, как он в застегнутом состоянии смотрится. На самом деле, для того, чтобы повязать нормально пояс, мне сейчас здесь просто мешается микрофон, поэтому не понимаю пока что, как он с поясом. Без пояса как-то мне больше нравилось, на самом деле. Может быть, все-таки стоило размер побольше взять М-ку или Л-ку, чтобы вот здесь побольше было объема, потому что сейчас он как-то так приплюснулся, и сверху он очень объемный, а снизу он такой прямой получился. Возможно, просто размер побольше, либо это микрофон так мешается. По качеству, конечно, супер. Важный момент, здесь нету водонепроницаемой пропитки, так же, как и в хаке тренче, который я не раз показывала. Мне она не нужна, я в дождь вообще, в принципе, не гуляю, поэтому для меня это не необходимая опция. У меня есть на этот случай, если что, дождевик. Зато это 100% хлопок, и подкладка здесь тоже очень похожа на хлопок, хотя в составе 90% полиэстер, но она приятная. Отпаривала я этот тренч очень долго, конечно, это было муторно. Возможно, ему просто нужно дать побольше отвисеться, потому что еще не до конца он отгладился, отпарился. Но по качеству все идеально, ни единой нитки. Я считаю, что для такой стоимости это хороший тренч. И по нему тоже не скажешь, что он куплен на Али. Прошлым летом заказывала тоже похожий сарафан в этом магазине из хлопка и вискозы, он просто невероятно классного качества, и взяла еще вот такой в полоску. Ткань напоминает лен по текстуре, но в составе здесь должна быть вискоза и хлопок. Я выбрала размер М, боюсь, что он мне будет великоват. Мне с размером помог продавец, он переживал, что в груди я не войду в S-ку, поэтому он сказал мне выбрать М-ку. Платье полностью на подкладке по всей длине, платье длины миди. Это такой вот сарафан с перекрестными лямочками контрастного черного цвета. Очень круто сшито, похоже на какую-то прям фирменную люксовую вещь. У него, кстати, есть еще карманы. Вот просто супер качество. Я очень довольна. Я поняла, почему продавец посоветовал мне взять М-ку. На самом деле платье мне село просто идеально, но оно тесное в груди. На мой объем груди у меня 85. В принципе, нормально. Оно, слегка плющит, это не проблема для меня. Зато его можно носить и с бюстом, и без бюста. Здесь двойная ткань, так что просвечивать ничего не будет. И здесь сзади на спинке есть резинка, так что лифт без бретелек тоже можно спрятать под эту резиночку. Мне очень понравились вот эти вот контрастные лямки, они выполнены из хлопка, и все платье тоже выполнено из хлопка, льна и вискозы, то есть материал натуральный, и он очень приятный. Конечно, есть минус, что он мнется, как и любой лен, но я думаю, что тоже в целом это не проблема. Берите с собой в отпуск, если вы такое платье рассматриваете для отпуска, вот в таком формате с сандаликами, с плетеной сумочкой. Берите с собой в отпуск отпариватели, и тогда для вас это не будет большой проблемой. Отпаривается оно достаточно легко, я сильно с ним не заморачивалась, все очень быстро. И мне нравится, что есть кармашки, это всегда добавляет такой расслабленности. Мне нравится, что длина получилась прямо почти что макси по щиколотку. Это красиво смотрится и с массивными сандалями, и с босоножками на каблуке. Единственный момент, к которому, я знаю, тоже многие могут придраться, те, кто не любят нестыковку швов сзади и спереди. Спереди здесь полоска идет вертикальная, а сзади она идет по косой. Меня этот момент не смущает, мне
все в этом платье очень нравится. Оно безумно приятное, очень качественное, и никто никогда не скажет, что вы купили его на Алиэкспресс. Следующей посылкой открыла сатиновое платье и сатиновую блузку. Платье в травянистом зеленом цвете, сейчас раскрою. Этот цвет у продавца называется Emerald, и я выбрала М-ку. И платье не смотрится большим, то есть я думаю, что по размеру мне будет отлично. Качество просто супер, плотная ткань, она такая немножечко фактурная идет, она не электризуется. Есть бирочки, швы все оверлочены, очень аккуратно все сделано, нету ни одной абсолютно ниточки, качество просто супер. Платье безумно красивое, очень красивый цвет, и оно хорошо переливается дорого, оно не блестит, как какое-то дешевенькое платье под шелк. Выполнено действительно очень-очень хорошо. Из минусов это то, что оно электризуется, я обрабатывала антистатиком. И еще один минус это то, что оно все-таки маломерит, и на меня не совсем идеально сидит, наверное, мне, по крайней мере, в Инстаграме просто только ленивый не написал, что оно мне мало. Честно, я этого не чувствую. Возможно, это так, но я думаю, что Элька была бы мне велика точно, абсолютно в области груди. Вот здесь вот топорщилась бы. Но в любом случае размер маломерит, и размер нужно выбирать очень аккуратно по сетке, может быть, консультироваться с продавцом, смотреть отзывы. Отзывов достаточно много, и брать, конечно же, на размер как минимум больше. Молнии здесь нету, оно просто продевается сверху. Я несколько платьев сатиновых в бельевом стиле уже показывала Сали, и, как мне кажется, это самое лучшее. Во-первых, потому что его можно надеть с лифом, здесь не глубокая пройма и небольшой вырез по спинке, так что лиф без лямочек, лиф-бандо видно здесь не будет. Это огромный плюс. Второй плюс это то, что у этого платья есть подкладка. Ни разу я не встречала платье в бельевом стиле с подкладкой. Конечно, оно не рассчитано на жару, то есть в нем плюс 30, плюс 25 абсолютно точно не походишь, потому что материал достаточно плотный, плюс подкладка, то есть это исключительно вечерний вариант, либо вариант на прохладное лето, можно его попробовать надеть еще поверх футболки, не оверсайз, а прилегающий к телу, как сарафан. Для дневного выхода с кедами будет смотреться супер, еще джинсовку, например, сверху, и прохладным летом можно так бегать. Платье, кстати, сшито по косой, так что у него создается здесь эффект драпировки спереди и сзади, такие складки, это такой крой, который комплементарно на самом деле на фигуре смотрится, потому что такие платья в бельевом стиле из этого материала, они очень подчеркивают все неровности. Если вы считаете проблемной свою зону живота, часто девушки считают проблемной зону низа живота, и такие платья всегда это подчеркивают, просто выберите подходящее утягивающее белье. Они есть и на Али, есть и где-нибудь в H&M, вот у меня лично из H&M, оно стоит в районе 1000 рублей. Отличный вариант, чтобы отправиться на ужин и не переживать, не чувствовать себя как-то неуверенно. Мне нравится его длина, хотя тоже в комментариях в Инстаграме мне писали, что у меня недостаточно роста для такого платья. Я не знаю, мне нравится, как оно на мне сидит, я его буду носить никуда обратно, я его сдавать не буду, так что я на этот счет не переживаю. Мне это платье очень-очень понравилось, и я им на 100% довольна. И рубашку, я вижу, мне положили в другом цвете. Я заказывала тоже зелененький. Он назывался как-то необычно, но мне кажется, это совсем не похоже на зеленый. Это цвет шампанское. Качество тоже неплохое материала, но есть торчащие нитки, особенно в области пуговиц, их прямо много. С изнанки тоже нитки есть. Все нужно обрабатывать. В составе, скорее всего, 100% полиэстер, но он достаточно приятный, он достаточно плотный. То есть это не тот полиэстер под сатин, который будет прилипать и электризоваться, хотя, возможно, и будет. S-ку я выбрала. По качеству супер мне нравится, но вот единственный момент — это лишние нитки, которых прямо очень много. Блузка в итоге мне понравилась. Размер S, считаю, сел на меня идеально, потому что она достаточно свободная. Сзади она чуть-чуть удлиненная. Единственный момент, который я сразу же озвучила и придралась, это торчащие нитки. Но если все обработать, я пока еще не полностью, вот они есть, торчат в манжетах, торчат с изнанки, в области пуговиц. Если все обработать, то она будет просто идеальной. Еще один момент, она оставляет пятна, как любой сатиновый материал. Я потрогала губы, потом потрогала блузку, и осталось пятно сразу же моментально. Так что нужно с таким материалом быть предельно, максимально аккуратными. Конечно, затяжки тоже
остаются, но я думаю, это все и так знают, представляют, как ухаживать, как носить. Просто такой материал, он действительно капризный в этом плане. Во всем остальном блузка супер. Конечно, продавец мне положил другой цвет, потому что я заказывала зелененький. Этот цвет называется абрикос шампанское, как-то так. Цвет действительно очень красивый, он холодный, бежевый. И мне нравится, что пуговки у него идут в тон, они не контрастируют, они перламутровые и тоже бежевого цвета. В целом блузка, как мне кажется, смотрится намного дороже своей стоимости. В Заре блузки намного хуже, по качеству я их трогала, видела. Они тоньше и они более наэлектризованные. Эту мне даже не пришлось обрабатывать антистатиком, это абсолютно не требуется, она не липнет и она не отдает вот этого электричества, в отличие от блузок в Заре, которые стоят больше 3000 рублей. Так что эту блузку я считаю очень хорошей находкой. Мне нравится, что у нее длинный рукав, так что здесь запас по росту как минимум до 170, даже до 175 спокойно. Дальше смотрим обувь. И здесь две пары обуви из одного магазина. Она из натуральной кожи приходит вот в таких надутых пакетах. И внутри продавец еще что-то положил в подарок. Каждая пара обуви в индивидуальных пыльниках. И в подарок у меня здесь целый комплект получился: носочки, накладки от Натоптышей и еще накладки тоже от Мозолей. Здесь у меня босоножки-гладиаторы из натуральной кожи. Стелька тоже должна быть из натуральной кожи. На подошве тоже есть значок натуральной кожи. 240 размер, то есть 38, на свой 37,5. Выглядят нормальными, не слишком маленькими, но сразу же могу отметить, что они не подойдут на широкую стопу, потому что они достаточно узенькие. Они очень элегантные. Такие босоножки не то чтобы в тренде, но это классика на все времена. Здесь круглый носочек и очень тоненькие перемычки, которые супер женственно смотрятся на ножке. И очень небольшой аккуратный каблучок, сантиметров 6 точно напишу. Босоножки достаточно удобные. Я не могу сказать, что они очень устойчивые, потому что все-таки у них очень тоненькая подошва и очень тоненький элегантный каблучок. 8 сантиметров, кстати, я измерила. Но они безумно элегантно смотрятся на ножке. Мне очень нравится вот эта вот перемычка на подъеме. Такие вот гладиаторы, но при этом очень женственные, очень аккуратные. Как я уже сказала, на узкую ногу они подойдут, они будут отлично, но на широкую, склонную к широте, они не подойдут. Я не знаю, как это правильно выразить, но я думаю, вы меня понимаете. У меня нога не узкая и не широкая, она просто средняя. И я понимаю, что, скорее всего, если я в таких босоножках буду ходить весь день, нога чуть-чуть отечет и подопухнет, и мне будет в них уже некомфортно, потому что они по ширине прямо впритык. Так что вот имейте это в виду, только на узенькую ножку. Ну, а так они, конечно, хорошенькие. И по качеству все в них идеально. Вторая пара обуви — это такие мюли или саба с открытой пяточкой, но с закрытым мысом. Мыс здесь овально-прямоугольный, очень аккуратный, слегка удлиненный. И здесь такая декоративная деталь, похожая на заколку, брошку, какую-то шпажку с жемчужинками. На самом деле меня смутил момент, вот один мюль помялся, и помялась сама вот эта шпажка, тоже прям сильно погнулась. Я ее сейчас попыталась выправить, но она какая-то кривая. И это для меня это прям существенный минус, потому что такая пара обуви, она не бюджетная, она стоит 3000 рублей, да, здесь натуральная кожа, но тем не менее вот такая помятая деталь очень сильно портит впечатление. Для меня это большой минус. А еще с этим заказом немножечко продавец накосячил, потому что я выбирала цвет хаки, по-моему, называется, или абрикосовый, что-то такое. В общем, я выбирала светло-коричневый, бежевый цвет, а продавец прислал мне айвори, белый. Проблема произошла, потому что продавец неправильно их обозначил в описании, где вот выбирать цвет. В общем, фабрика там, не знаю, в чем случилась проблема, продавец мне сразу же об этом сказал, но сразу же после того, как их уже отправил. Так что это было уже не изменить. Тапочки я ждала бежевые, получила белый. Надеюсь, он это исправил. Если вдруг они вам нравятся и вы хотите их заказать, то все равно напишите заранее продавцу, чтобы точно получить тот цвет, который вы хотите. Что касаемо лоферов, они просто ужасно скрипят. Это ужасно. Там палец как бы соприкасается с узким носом. Ужасный звук, он очень противный. И они по размеру мне впритык. То есть вот мне можно было даже, наверное, взять 39 размер. По удобству они, конечно, неплохие. По качеству это действительно натуральная кожа, и в них ножки даже не душно. Но вот эта погнутая шпажка, конечно, огромнейший просто минус, за который, по идее, можно вернуть все средства, открыв спор, потому что правильно выправить красиво у меня ее не получилось. Она все равно сейчас изогнута, и я постоянно на это просто теперь обращаю внимание, и, конечно, мне это не нравится. И последняя посылка на сегодня от Simply. Здесь два черных платья. И одна футболка еще.
футболка с имитацией лифа, с такой деталью интересной и с подплечниками. Я, если честно, думала, что эта деталь будет рельефная, она просто как бы напечатанная или приклеена. Это нанесение сублимации сделано. Это размер S, цвет там единый, майка неплохая по качеству, у нее нету никаких там лишних ниточек, но достаточно тонкий материал. И здесь 95% полиэстер и 5% вискоза, так что состав не очень хороший, но мне очень нравится дизайн. Майка смотрится прикольно, несмотря на то, что я поругалась на ее состав. Конечно, она, наверное, будет недолговечной, возможно, она скатается. Нужно обязательно ее стирать только на деликатном режиме, лучше даже вручную, потому что майки с подплечниками требуют особенного в этом плане ухода. Я свою майку белую Sally ношу уже больше года и буду продолжать ее носить, но у меня недавно произошел казус, я ее постирала не на деликатном режиме, а просто в общей куче на режиме хлопок, и подплечник выпал. Ну, я его обратно пришила, просто нужно быть в этом плане аккуратной. Мне понравился и цвет, и фасон, мягкая ткань. Сейчас проверим, как она, кстати, мнется или не мнется. Вроде бы не сильно, кстати, мнется, даже вот заломов особо и не осталось, если ее выправить. В общем, я топом довольна на самом деле. И здесь у меня черное платье с рукавом-буфом, приталенное, длины мини. Я выбрала размер S. Оно было доступно в единственном черном цвете. И здесь в составе тоже 95% полиэстер. Состав тоже не летний совсем. Похож на брючную ткань. Здесь молния есть скрытая сбоку. Молния хорошо функционирует, лишних ниток нету, но по ткани я думаю, что она будет достаточно душной. Мне не очень нравится эта ткань. Несмотря на то, что платье очень бюджетное, 1200 рублей, это, конечно же, супер привлекательная цена, и мне кажется, что для этой цены оно смотрится очень даже неплохо. Хоть я и ругалась, что это полиэстер, материал не доставляет никакого дискомфорта, и на него ничего не прилипает. Как мне кажется, если вы ищете платье на какой-то особенный случай, но при этом не хотите затрачивать какой-то большой бюджет на него и надеть его, например, 1 или 2 раза, может быть, вы идете на свадьбу к нелюбимой подруге и хотите надеть черное платье, это идеальный вариант. Смотрится оно хорошо, действительно хорошо смотрится. Можно добавить еще ремень, он прямо вот просится, чтобы добавить какой-то торжественности. Сейчас мы посмотрим, как это будет смотреться. Вот такой вот яркий акцентный ремень со стразами добавили. Мне сюда нужно сделать еще одно отверстие, потому что закончилось место, чтобы отрегулировать по талии. В принципе, я на самом деле не люблю подпоясываться, не люблю подпоясывать платья, жакеты и так далее. Но я знаю, что многие девочки любят такой прием, чтобы обозначить талию. И, как мне кажется, здесь это вполне уместно. Главное расположить ремень по линии шва, чтобы его здесь не было видно. Возможно, другой абсолютно ремень, какой-нибудь более классический, без активных таких акцентных элементов. Но если вы идете на торжество, то вот такое платье классическое можно разбавить и таким интересным ремешком. Ссылку я на него тоже оставлю в описании. Это тоже ремень Sally под Зару. Ну и самое главное, я не сказала, так как это полиэстер, огромный плюс, что оно не мнется. Вот сминаю, и вообще ни одного залома не остается. Отпарилось оно тоже абсолютно прекрасно. И мне нравится, что несмотря на то, что длина мини, кстати, я во всех образах сегодня использую эти босоножки из распаковки, они прекрасно со всем абсолютно гармонируют. Несмотря на то, что длина мини, она не экстра мини, мне в такой комфортно, и я думаю, что запас по росту еще есть. Мой рост 165, я думаю, что до 170 будет нормально, удобно, комфортно, не слишком открыто. И вырез V-образный, он подчеркивает ключицу, самую элегантную, самую красивую, самую женственную часть тела, на мой взгляд, но при этом не оголяет слишком сильно декольте и прикрывает вот эту зону, которая у многих проблемная, многие так, по крайней мере, считают, даже я так считаю и люблю ее прикрывать. И рукав, конечно же, тоже делает визуально талию уже. И, ну, по силуэту действительно платье очень хорошее. И следующее, последнее платье в черном цвете. Я показывала уже такое в лаймовом, оно безумно мне понравилось, так что я взяла еще и черный. Очень-очень хорошенькое. Кстати, есть ощущение, что черный немножечко тоньше, чем лаймовый. Вот как-то по ощущениям сейчас кажется так, хотя, возможно, просто кажется, нужно будет сравнить. Но по качеству все точно так же прекрасно. Это размер S. Мне нравится материал слегка фактурный, хоть это и полиэстер, он приятный и будет продуваться за счет того, что здесь полностью открытая спина. В общем, это платье мне очень нравится. У Simply я его прям полюбила.
Так как я уже показывала такое платье у себя на канале в зеленом, в лаймовом цвете, я могу сразу сказать, чем они отличаются. Черное из более тонкого материала, в составе тоже полиэстер, но зеленое платье, оно больше похоже на хлопок, материал более фактурный, более тяжелый, чуть плотнее. Но я не могу сказать, что это плохо, что здесь материал прям какой-то плохой. Он, конечно, смотрится подешевле, но это так просто, если придираться. Зеленое мне понравилось больше именно по самому материалу. Но черное, кажется, полегче, и оно как-то так посвободнее, попластичнее, зеленое более жесткое. По размеру они одинаковы, размер S мне достаточно хорошо, это платье не подойдет на большие параметры в области груди, потому что, во-первых, достаточно сильно плющит, во-вторых, здесь просто сама планка, которая вот у груди, она не широкая, не большая, сюда большой объем просто не влезет. Но резинки при этом здесь достаточно хорошо тянутся, то есть объем по спинке они выдержат и больше. Мне очень нравится длина. Единственное, мне бы хотелось сюда еще кармашки добавить, чтобы вот в такой сарафан засовывать руки в карманы. Это я очень люблю, хотя это некрасиво, это не рекомендуют делать стилисты, но это всегда удобно. Ну, мне платье нравится все равно очень. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, какая вещь понравилась вам больше всего. Надеюсь, вы оценили новый формат. Тоже жду ваших комментариев на этот счет. Мне лично такая распаковка очень понравилась. Все вещи просто супер. Я очень довольна, что закупаюсь такими классными обновками и показываю их вам. Не забывайте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. У меня впереди еще много новинок. Ставьте лайк этому видео. До скорых встреч. Пока!